Китобойный промысел, которым жили американцы тех лет, был работой не для робких. Моряки, добывавшие дорогостоящую амбру и китовый жир, часто не возвращались домой. Если большинство китов под гнетом гарпунов испускали дух, отдавая морякам тонны своего жира, то один кашалот, которого прозвали Мочо Диком, оказался не так прост. Это было огромных размеров существо альбинос, которое было гораздо крупнее своих сородичей. Однако в один прекрасный момент на него попытались напасть китобои, и белый кит дал отпор. Он был настолько агрессивным, что разбивал целые суда. Более того, Мочо Дик был и очень проворным. Он имел невероятную способность ускользать даже от самых опытных китобоев. Конечно, его повадки с его необычной внешностью превратили кита в настоящую легенду. Китобои, которые приплывали на эти территории Тихого океана, всегда интересовались, нет ли новостей о белом кашалоте. Он вызывал одновременно страх и уважение у моряков. Всего на счету Мочо Дика было более 100 нападений, встреча с ним стала последней как минимум для 30 человек. Но самое известное столкновение, которое повлекло ужасающие последствия для моряков, произошло в 1820 году с судном Эссекс, в котором кит запустил цепочку событий, которые преодолеть может далеко не каждый. Все началось 12 августа 1819 года, когда из гавани острова Нантакет вышло на китобойный промысел судно Эссекс. Экипаж планировал в течение последующих 2,5 лет вести промысел у западного побережья Южной Америки. Хоть Эссекс был и старым кораблем, его походы приносили прибыль, за что судно прозвали счастливчиком. Охотиться на китов в августе 19 года отправился молодой экипаж. Капитану Джорджу Полларду было 29 лет, первому помощнику Оуэну Чейзу 23, а самым молодым членом экипажа являлся юнга Томас Никерсон, которому исполнилось всего 14 лет. Всего экипаж судна состоял из 21 человека. Проблемы начались уже через 2 дня после выхода из порта, когда Эссекс угодил в шквал. Судно сильно потрепало, но капитан принял решение идти дальше, не тратя времени на ремонт. К декабрю 1819 года Эссекс добрался до мыса Горн, где застрял на 5 недель из-за штормовой погоды. Среди команды пошли разговоры. Неприятности в начале похода являются недобрым знаком. Впрочем, капитан Поллард сумел погасить недовольство среди членов экипажа. В конце концов, Эссекс благополучно пришел в район промысла, и прежние разговоры о возможных бедствиях остались позади. Промысел шел неплохо, но ресурсы данного района явно подходили к концу. В этот момент Эссекс повстречал другое китобойное судно, экипаж которого поведал о новой открытой области для лова, известной как Морская земля. Капитан Поллард задумался. Указанный район располагался на юге Тихого океана, на удалении более 4500 километров от места, где они находились. Кроме того, по слухам, местные острова были населены дикарями-людоедами. В итоге капитан Эссекса решает, что игра стоит свеч, и направляется к Морской земле. Но прежде Поллард заходит в эквадорский порт Атакамес, чтобы пополнить запасы воды и провизии. Здесь с судна сбежал матрос Генри Дэвид. Однако капитана больше волновало не исчезновение матроса, а опасность остаться без продовольствия. Поэтому он принял решение также зайти на Галапагосские острова, чтобы наловить там гигантских черепах. Это была распространенная практика того времени. Черепахи могли прожить на судне без пищи и воды целый год, что превращало их в идеальный источник мясных припасов. Моряки добыли более 300 черепах, пока на острове Чарльз не произошел неприятный инцидент. Пока экипаж охотился, матрос Томас Чапел решил разжечь огонь в лесу с целью подшутить над остальными моряками. Однако как раз на это время приходился пик засухи, и вскоре огонь вышел из-под контроля, быстро окружив охотников. Экипаж с трудом прорвался к Эссексу и вынужден был срочно отплыть, а остров выгорел дотла. В ноябре 1820 года Эссекс добрался до промыслового района. Первые дни прошли неудачно. 16 ноября дно одного из вельботов с китобоями пробил кит. Моряки не пострадали, но лодка восстановлению не подлежала. На судне вновь стало расти напряжение, и теперь недовольство стали проявлять не только матросы, но и первый помощник Чейз. Несмотря на это, промысел продолжался. Утром 20 ноября 1820 года команда увидела в море фонтан и на 3 оставшихся вельботах пустилась в погоню.
Лодке, которой командовал первый помощник Чейз, удалось загарпунить кита, но тот повредил вельбот, и китобоям пришлось срочно отрезать веревку гарпуна, чтобы вернуться на Эссекс для срочного ремонта. Пока Чейз был занят ремонтом, Полларду вместе с другой частью экипажа удалось загарпунить еще одного кита, который потащил вельботы от Эссекса. Те, кто оставался на корабле, вдруг обратили внимание на очень большого кита, появившегося неподалеку от корабля. Сначала он лежал неподвижно на поверхности воды головой к кораблю, а затем начал двигаться по направлению к судну, набирая скорость мелкими подныривающими движениями. Кит протаранил Эссекс и ушел под него, накреняя корабль. Затем кашалот всплыл по правому борту и расположился вдоль судна, головой к носу, а хвостом к корме. Придя в себя после первой атаки, Кит устремился во вторую, направив свою огромную голову прямо в носовую часть судна. Он проломил нос, отбросив корабль назад. Затем агрессивный Кит скрылся. Эта атака считается первым достоверно подтвержденным случаем нападения кита на китобойное судно. Эссекс был обречен. Команда в спешке принялась перегружать имущество и провизию на отремонтированный вельбот. К терпящему бедствию судну подошли две лодки, ранее преследовавшие кита. Капитан Поллард, увидев, что произошло, находился в крайне подавленном состоянии. Ведь отправиться в этот удаленный район было его идеей, и теперь из-за этого они оказались в катастрофическом положении. Без корабля на 3 вельботах, не предназначенных для морских переходов, в тысячах километрах от ближайших поселений. Эссекс спустя какое-то время ушел на дно. В 3 лодках оказались 20 моряков, успевших перегрузить с корабля около 270 килограмм галет, несколько черепах и 750 литров воды, а также мушкет, немного пороха, около килограмма шлюпочных гвоздей и другие инструменты. Этого было бы достаточно, если бы земля находилась поблизости, но до ближайших островов было около 2000 километров. Кроме того, среди моряков опять начались разногласия. Против намерения капитана идти к ближайшим островам выступили первый помощник Чейз и часть матросов. Они считали, что на островах есть риск попасть в руки людоедов. На сей раз Поллард не решился спорить и уступил. Было принято решение достичь побережья Южной Америки, для чего из-за особенностей ветров в этом районе необходимо было в общей сложности пройти около 5000 километров. Соорудив на своих лодках подобие мачт и парусов, а также с помощью досок подняв высоту бортов для защиты от волн, китобои отправились в путь. Провизия, находившаяся на лодках, была повреждена забортной водой, которая попадала внутрь во время сильного волнения. Пропитавшиеся соленой водой продукты все же ели, но это только усиливало жажду, что в условиях ограниченного запаса пресной воды превращалось в неразрешимую проблему. Страдая от жажды, моряки вынуждены были постоянно ремонтировать вельботы. После месяца путешествия, измученные голодом, жаждой и палящим солнцем, китобои с Эссекса достигли необитаемого острова Хендерсон. Здесь им удалось найти источник пресной воды. Что касается пищи, то на острове были птицы, яйца и крабы. Однако всего за неделю своего пребывания 2 десятка измученных голодом мужчин серьезно сократили запас того, что можно было бы употребить в пищу на этом клочке земли. И вновь встал вопрос, что делать дальше. Большинство решило, что оставаться нельзя и необходимо плыть. Однако 3 члена экипажа Томас Чапл, Сет Уикс и Уильям Райт приняли решение остаться на острове, полагая, что так у них будет больше шансов на спасение. Будущее показало, что эта тройка сделала не самый худший выбор. 26 декабря 1820 года 3 лодки отплыли в направлении острова Пасхи. Запасы, добытые на Хендерсоне, очень быстро подошли к концу, а нестихающий ветер гнал их мимо намеченной цели. В итоге решено было попытаться достичь острова Мас-Атьера, входящего в архипелаг Хуан Фернандес. Именно на этом острове был высажен прототип Робинзон Крузо, шотландский моряк Александр Селькирк, который прожил на нем 4 года и 4 месяца в полном одиночестве. Но достичь этого острова для экипажа Эссекса оказалось нереальной целью. Началась самая страшная часть их злоключений. 10 января 1821 года от голода и жажды умер второй помощник Мэтью Джой. Его тело зашили в мешок, сделанный из его же одежды, привязали груз и отправили на дно океана. В ночь на 12 января во время сильного шквала лодки разбросало на большое расстояние, и вельбот, где старшим был первый помощник Оуэн Чейз, отделился от других. В этой лодке помимо Чейза оставались 4. Рулевой Бенджамин, матросы Айзек и Ричард и юнга Томас Никерсон, которому на тот момент было 15 лет.
18 января, не вынеся мучений, умер Ричард Петерсон. Его, как и Мэтью Джоя, похоронили в море. В начале февраля на лодке Чейза не осталось вообще никакой еды. Матросы умирали. 8 февраля не стало Айзека Коула. Но на сей раз тело не выбросили за борт. Чейз предложил своим товарищам съесть умершего. Моральные мучения длились недолго, и вскоре все трое жадно поглощали человечину. На подобном питании продержались еще неделю, но затем голод снова стал терзать еще живых. Утром 18 февраля Юнга Никерсон заявил, что готов умереть. Чейз и Лоуренс, однако, решили не торопить естественный процесс. Как оказалось, они не взяли еще один грех на душу совершенно правильно. Через несколько часов их подобрало британское китобойное судно «Индиан». Через неделю их доставили в чилийский порт Вальпараисо, где троим выжившим оказали всю необходимую помощь. В оставшихся двух лодках запасы провизии кончились, соответственно, в первой 14, а во второй 21 января. В конце января один за одним умерли 3 чернокожих матроса. Все 3 тела были съедены живыми. 28 января умер еще один чернокожий матрос Сэмюэль Рид, плывший в вельботе капитана Полларда. В следующую ночь 2 оставшиеся лодки потеряли друг друга в ночной тьме. Вельбот, в котором находились Обед Хендрикс, Джозеф Уэст и Уильям Бонд, пропал навсегда. Считается, что им так и не удалось добраться до суши. В капитанской лодке съели тело Сэмюэля Рида, но к началу февраля проблема пищи снова потребовала разрешения. В живых оставались 4: капитан Джордж Поллард и матросы Чарльз Рамсдел, Барзилай Рэй и Оуэн Коффин. 1 февраля было решено тянуть жребий, чтобы решить, кто пожертвует собой, став едой для остальных. Жребий пал на 17-летнего Оуэна Коффина, двоюродного брата капитана. Второй жребий указал, что убивать Коффина будет Чарльз Рамсдел. Коффин был застрелен из пистолета, после чего 3 моряков приступили к трапезе. Выбирать новые жертвы не пришлось. 11 февраля умер Барзилай Рэй. Съев тело и этого несчастного, оставшиеся в живых капитан и матрос стали поглядывать друг на друга, прикидывая, кто же из них останется в одиночестве. Однако 23 февраля 1821 года на них наткнулось китобойное судно «Дофин». 17 марта Полларда и Рамсдела доставили в Вальпараисо. После того, как уцелевшие рассказали о 3 своих товарищах, оставшихся на острове Хендерсон, туда направился американский фрегат «Созвездие». 5 апреля 1821 года голодных, измученных, но живых людей забрали на борт американского судна. Выжившие 8 моряков вернулись в Нантакет. Жуткая история, произошедшая с ними, не изменила их образ жизни. Спустя несколько месяцев они снова вышли в море. Встретили они Моби Дика, никто не знает, по крайней мере, если кашалот их видел, то точно не тронул. Как понятно из истории, Кит всего лишь дал старт цепочке самоуничтожения человека в морской пучине. Без воды мы никто, только если прикормка для обитателей океана. Думал ли так Моби Дик, когда протаранил корабль? Сомневаюсь. Скорее, это был механизм защиты, который сработал на отлично.